Вот, друзья, заканчиваем росток и сократим последнюю 18-ю петлю на правой стороне переда. Поворачиваем нашу работу. Вот эту первую петлю берем на спице, не провязывая, протянем нить и образуем 2 ножки. И вот этого вы не забудьте. Это мы осуществляем только последним сокращением. И провяжем все петли изнаночными петлями. И, друзья, вы провяжете полукругом, поменяете нить. И на левой полочке тоже будем сокращать на изнаночной стороне последнюю 18-ю петлю. Провяжите 2 петли вместе, следующую петлю провяжете изнаночной петлей, а эта петля у нас центральная петля переда. И когда поворачиваете работу, здесь тоже самое протянете нить и образуйте петли 2 ножки. Вот, друзья, сделали 1 круг и опять дошли к центру переда. И здесь мы уже свяжем обе полочки. Петли 2 ножки, которые в прошлый раз я образовала. Заходим с левой стороны, захватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И центральная петля переда, петля 2 ножки. Эту петлю мы провяжем таким образом. Заходим с правой стороны, захватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание. Все петли лицевыми петлями. И когда вы так посмотрите, друзья, здесь переход вообще не будет видно. Вот для этого мы образуем петли 2 ножки. Вот мы закончили росток. Мы соединили обе полочки переда. Теперь, друзья, мы продолжим вязание переда с этой нитью. А вот этот нить, друзья, мы же отрезаем. Теперь у нас пойдет по переду 1 нить и на спинке другая нить. И здесь хочу вам сказать один нюанс, друзья. Если вы вяжете узор по переду, тогда вам придется, когда соединяете круг вот здесь, после центральной петли 3-4 петли провяжете, и здесь отрезаете нить, продолжите вязание от спинки, где вы здесь оставляли нить, на изнаночной стороне вяжете ваши петли спинки, а потом здесь продолжите на изнаночной стороне переда с этой нитью и вяжете вы четный ряд вашего узора. Сейчас я вяжу без узора, поэтому у меня разницы нету. Я здесь с этой нитью продолжу свое вязание до конца переда. И здесь вот эту лишнюю нить я отрезаю. И вот видите, здесь у нас начинается оформлять наша пройма. И оформляете эту пройму до такой длины, которую вам нужен для своего размера. И продолжите вязание теперь сами самостоятельно, друзья. И мы с вами увидимся, когда мы закончим оформление проймы. Вот, друзья, мы связали до такого размера. И измеряем длину проймы. В моем случае длина проймы должна быть 19 сантиметров.
тоже будете мерить соответственно вашему размеру. Хочу вам показать, как мы будем измерять высоту проймы нашей кофточки. Для этого, друзья, измеряем сначала плечи до подмышечной области. И на эту длину мы будем добавлять 2 или 3 сантиметра. И эту длину мы будем брать для готовой длины проймы. Вот в моем случае здесь получается 16 сантиметров. Добавляю 3 сантиметра, и у меня получается 19 сантиметров. Для оформления подреза сколько петель мы должны добавить в подрезе. Для этого мы учтем сперва наши размеры, которые образовались по переду и на спинке. И остальную часть размеров мы добавим в области подреза. Вот, например, в моем случае 91 петель по переду получается и 91 петель получается на спинке. Это, соответственно, будет 49 сантиметров. А для моего размера нужен 52-54 сантиметра. Поэтому я должна с обеих сторон в области подреза добавить по 2 сантиметра ширины. А это у меня будет по 4 петли. Значит, по переду я добавляю по 4 петли. И со стороны спинки добавляю по 4 петли. Значит, в одной стороне подреза буду добавлять по 8 петель. Вот таким образом вы будете посчитать, сколько петель вы должны добавить в области подреза. Оформление подреза мы начнем с левой стороны кофточки. Чтобы добавлять петли в области подреза, друзья, я всегда применяю свой любимый метод, и при этом у меня подрез получается без швов. Для этого отдельную спицу другой расцветки нити простым способом набираю 8 петель. И эти 8 петель я буду провязывать, добавляя петли. Теперь соединяем петли спинки. И провязываем все петли спинки. И на правой стороне кофточки точно так же повторяем эту процедуру. Только здесь обратите внимание, у нас есть здесь нитка для спинки, которую мы отдельно вязали спинку. Вот эту нить отрезаем. Когда доходим с рабочей нитью вот здесь, завяжем эти обе нити и продолжим наше оформление правого подреза. Вот, друзья, мы соединили перед со спинкой. И теперь у нас вязание пойдет по кругу. И будете вязать тело кофточки до такой длины, которую нужен для размера кофточки. Начало нашего вязания будет на левой подмышечной области, где мы первым оформили подрез. Поставила желтую маркировку, значит, это означает, отсюда у нас всегда начинается новый ряд. Теперь, друзья, я вам покажу, как будем оформлять рукава. Вот здесь у нас готовая пройма. И здесь мы поднимем петли и будем оформлять рукава. Без вас я связала эту сторону, правую рукаву. Здесь тоже вяжем узор. И в конце платочной вязкой потом закрываем простым способом. Друзья,
Основная суть при оформлении рукава заключается в области проймы. Рукава мы создадим немножко с наклоном. Вот это место мы должны вязать, чтобы наши рукава получилось немножко с наклоном. Мы не должны его прямо подняли петли и прямо начали. Тогда у нас рукава получатся вот таким образом. И это будет дискомфортно при одевании и выглядит некрасиво. Поэтому, друзья, мы обязательно создадим наклон рукава в области проймы. Нам придется поднять петли в области проймы. Здесь в области плечи у нас есть 6 петель от погона. И в области подреза тоже есть петли, которые мы можем спокойно поднять. И здесь видно вот петли. В подрезе 8 петель. Когда мы поднимаем петли, получится всегда одну петлю больше. Значит, здесь мы поднимем 9 петель. По пройме. Когда вы так посмотрите, видны крайние петельки, косички. И с этой стороны тоже. И вот эти косички, друзья, мы по отдельности поднимаем. Когда поднимаем, обязательно аккуратно так самую крайнюю петельку найдем и поднимем обе стенки. Так. Вот. Вот это у нас будет одна петля. И следующая будет вот. Вот. И с этой стороны то же самое. И когда мы по пройме поднимаем, друзья, я вам на практике покажу. 2 петли поднимаем и добавим накид. Опять 2 петли подняли, добавим 1 накид. Опять 2 подняли, 1 накид. Вот таким образом мы будем здесь и поднять петли, и добавлять через 2 петли по 1 накид. И с этой стороны то же самое. И у нас должно быть одинаково с правой рукавой. Здесь добавлено 36 петель. И с этой стороны 36 петель. Сперва петли плечи проводим на спицу. В области подреза поднимем петли. Когда поднимем 4 петли, поставим маркировку. После этой маркировки будет петля для нижней линии рукава. Начнем вот отсюда, друзья. Здесь подкрепим нить. И может быть вот такие случаи, друзья. Ничего страшного. Здесь вот так поднимем петли. И провяжем. Также можно скрещивая, чтобы здесь дырочки не было. Здесь добавим накид.
И следующую петлю поднимем. Добавим накид. После накида подняли одну петлю. Поднимаем следующую вторую петлю. И добавим накид. Таким образом, друзья, продолжите до подреза. И обязательно посчитаем. Не добавляем вот эти петли плечи. И вот эти мы добавленные петли посчитаем. Здесь они должны быть 36. Если здесь получится или больше, или меньше, значит мы будем или добавлять, или убавлять, чтобы здесь у нас получились 36 петель. И потом провяжите петли подреза и пройдете на эту сторону пройму. Здесь точно так же будете поднимать петли и добавлять накиды. И мы с вами увидимся опять, когда уже дойдем до начала нашего ряда. Вот здесь. Вот мы здесь добавили накид через 2 петли. Если мы поднимаем петли и провяжем, рукава у нас окажутся узковато. Если будем добавлять через петли, тогда рукава получится широковато. Поэтому нам именно стандартно подходит добавлять накиды через 2 петли. Вот находимся вот здесь. Теперь, друзья, мы будем оформлять наклон рукава. Вот здесь у нас петли погона. Это мы провяжем. На спинной части промо мы добавим 4 петли. А эти накиды, которые добавлены, мы провяжем лицевую скрещенной петлей. 4 петли добавили. Теперь поворачиваем нашу работу. Вяжем эти петли на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу не провязывая. Протянем нить и образуем петли 2 ножки. И продолжим вязание. Закончили петли погона. Пройму переда. И здесь тоже добавим 4 петли. И добавленные накиды тоже провяжем скрещенной изнаночной петлей. Поворачиваем нашу работу. И теперь мы пойдем в сторону спинки, на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу не провязывая, протянем нить, образуем 2 ножки. И продолжим наше вязание. Дошли до петли 2 ножки, которую в прошлый раз мы образовали. Эту петлю мы провяжем таким образом. Так, захватываем обе стенки и провяжем лицевой петлей. И опять добавим 4 петли. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу не провязывая. Протянем нить, образуем 2 ножки. И продолжим вязание на изнаночной стороне. Вот с изнаночной стороны тоже дошли до петли 2 ножки.
Это мы вяжем, заходя сзади с левой стороны, вот таким образом. Охватываем обе стенки и провяжем изнаночную петлю. И с этой стороны тоже добавим 4 петли. Поворачиваем нашу работу. Мы на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, образуем 2 ножки и продолжим вязание на лицевой стороне. Суть поняли, друзья? Поворотными рядами будем туда-сюда вот так вязать, и каждый раз с обеих сторон будем добавлять по 4 петли, пока не дойдем до петли подреза. И когда уже дойдем с обеих сторон до петли подреза, считаем, закончили оформление наклона рукава, и потом дальше у нас вязание пойдет по кругу. Кто вяжет узор, будете распределить петли по узору, и здесь можете начинать узор на рукаве. И еще здесь, друзья, вот мы отметили с маркировкой нашу нижнюю линию рукава. После маркировки вот эта петля у нас будет отмечена, нижняя линия рукава, и по этой линии с обеих сторон мы будем сокращать петли, чтобы сужить рукава. Я убавляла петли в каждом 7-м ряду. И у меня в начале рукава были 87 петель. И я убавляла 18 раз, 36 петель. И в манжете остались 51 петель.